Сегодня я буду заканчивать еще одну свою работу. Здесь как бы почти она готова, но проработка рук будет, платья. Ну, в общем, буду дорабатывать ее еще. И вот эта работа, которую я сделала до нее, еще у меня сохнет. Заказчику я фото скинула, их все устроила. Но масло, краски масляные очень долго сохнут. Она до сих пор стоит, сохнет у меня уже дня 4 назад я ее закончила. Но это, в принципе, это даже мало. Обычно сохнет неделю, дней 10, а то и 2 недели. Ну, даже может и больше сохнуть. Но, в принципе, я думаю, что где-то через неделю она будет у меня уже полностью высохшая. Можно будет ее передать. А пока буду работать над вот этой картиной. Сегодня Нишава, река, удивительно странно выглядит. Первый раз я ее вижу в таком виде. Цвет воды у нее коричневый, очень быстрое течение, и она такая полноводная стала, очень много воды. Могу предположить, что это из-за долгих дождей, уже несколько дней подряд идут дожди, и, видимо, где-то с гор, может быть, стекает вместе с водой земля, поэтому такой цвет. Ну, не знаю. Если кто знает, подскажите, напишите, почему она так выглядит.
Сегодня в форме идеале купили ковер. Вот такая красота у нас теперь на полу будет. Тимофей будет доволен, будет когти точить. Ковер не очень дорогой. Ух, испугался. 2 на 3 метра. Но он не очень ворсистый. Я не хотела очень пушистый ковер, потому что много пыли. Вот, ты посмотри, посмотри, что он делает сразу. Когтями, когтями. Вот, стоит он 7000 динар. Ковер, он доволен ковром, смотри. Придется стул подвинуть чуть-чуть. Угу. Можно под стул, под сам, не под стол, под стул. Ну хорошо, я как раз такого размера и хотела. Причем я даже не мерила, я примерно представила, думаю, ну, где-то вот такой нам нужен. Все остальные ковры там дороже, 12-15 тысяч, потому что они такие ворсовые прям, более мягкие. Я, наоборот, такие не хотела. Меня этот вполне устраивает. Тимош, ну иди опробуй, как тебе? Прыгай, опробуй. Так. О. В общем, все, мы теперь с ковром. На рынок зашли еще, взяли огурчики по 100 динар за килограмм. И таких разных я яблок набрала. Это они вроде бы все красные, но сорта все разные. Тут, по-моему, аж 4 сорта по 130 динар. И опять грецкие орешки у нас закончились, чищенные по 1000 динар за килограмм мы берем. Я их помою, потом опять обжарю. Вот, и съездили в форму идеале сегодня, прикупили вот ковер и вешалку вторую, такую же, как у нас уже есть, как мы и хотели. Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дубль 2, меня зовут Галина. Сегодня я хочу с вами поговорить о таком важном вопросе, как перевод денег из России в Сербию. Я расскажу, как это делали мы, но мы это делали еще 2 года назад и частично 5 месяцев назад. Поэтому что-то прям сильно изменилось. Из 5 месяцев назад, возможно, что-то изменилось. Я этим вопросом не занималась. То, что я расскажу, вам нужно будет просто узнать еще раз, были ли какие-то изменения введены или нет. Значит, для тех, кто интересуется и не знает, что сейчас открыть счет в Сербии, как это было раньше, достаточно легко. Сейчас это уже не так. В Сербии открывают россиянам только в 2 банках счета. Это Альта-банк и Райфайзенбанк. Альта-банк открывает только при условии, если у вас здесь есть жилье. Райфайзенбанк при условии, что вы здесь официально работаете. У вас есть трудовой договор с сербской компанией. Раньше, 2 года назад, можно было открыть спокойно счет, завести карту. Мы завели себе и динарную, и карту евро. Открыли счет даже в Белграде, еще не в Нише, а в Белграде. Это было буквально заняло несколько дней. Единственное, что меня попросили, это копию трудовой книжки о том, что я работаю в России. Для чего-то им понадобилось. Очень многие, кто открывал раньше счета, не было таких требований. Но вот почему-то у меня запросили копию трудовой из России, что кем я там работаю, там, в общем, где я работаю и так далее. Но опять же, повторяю, это вот кому я рассказывала, все говорят, что о нас не спрашивали, о нас не спрашивали. Вот, но счета мы открыли, как бы цель была достигнута, все было хорошо. И, как известно, можно перевести наличными в эквиваленте 10 тысяч долларов на человека. То есть если это у вас еще дети, то на них тоже можно. Если у вас 4 человека, 2 взрослых, 2 детей, то вы можете перевести 40 тысяч долларов. Вот, в общем, по количеству человек.
Вот мы ехали вдвоем с сыном, еще в первый раз для того, чтобы приобрести здесь квартиру. Все остальные деньги мы перевели 2 года назад через Райффайзенбанк, который находится в России. Все официально, на счет положили. Лежали они сначала на российском счете в рублях. И здесь уже, когда мы подобрали себе жилье, мы поняли, что вот мы его будем приобретать, нам они уже понадобились. И тогда я просто стала отслеживать, когда будет более-менее выгодный курс. И когда я увидела, в России курс меняется в течение дня, он меняется много-много раз. Он может поменяться раз в 10. Причем достаточно серьезные скачки могут быть. В Сербии такого нет. Вот что мы приезжали 2 года назад, курс евро был 1, на динары. Что мы приезжали, вот сейчас мы живем, курс евро, опять же, он может подниматься на 1-2 пункта и также опускаться на 1-2 пункта. То есть если сейчас, к примеру, 1 евро стоит 117, грубо говоря, 117 динар, то он может подняться на 117,1 или 117,2, или опять вернуться на 117 и там 1, да, то есть или 117. То есть буквально это даже не один, то есть сотая, да, получается там. В России совсем по-другому. Скачки огромные, меняется постоянно все в течение суток даже. И я просто, понимая это, я просто заходила постоянно и смотрела, мониторила, какой сейчас курс в Райффайзенбанке, в котором у нас был счет и были основная сумма денег. И когда я дождалась, я увидела, что вот он упал, так, прилично упал, и мы уже знали, что нам нужно покупать, и я его быстренько перевела в евро онлайн, вот, и здесь просто деньги пришли на наш счет, и, в общем, перевела их в Альта-банк. И деньги через несколько дней, по-моему, 2 дня это заняло, да, через 2 дня деньги пришли в Альта-банк. То есть все без каких-либо нарушений, все официально, но сейчас Райффайзенбанк уже не делает переводы за границу. Наверное, уже даже где-то год, если не больше, как это уже не делает переводы за границу. Значит, но есть еще один вариант, помимо того, что остается сумма вывести на руках наличными 10 тысяч, в эквиваленте 10 тысяч долларов. Также существуют переводы. Это Корона и Юнистрим. Нам очень сильно повезло. Мы перевели Короной, не зная о том, что мы делаем сейчас очень правильно. И только приехав в Сербию, мы поняли, что как мы сделали все-таки правильно. Нам было все равно переводить Короной или Юнистрим. Условия там были практически одинаковые. То есть конвертация рубля в евро была минимально отличалась, практически была одинаковая. Но просто у нас рядом с домом оказалась ближе Корона, и мы пошли в Корону. И нам очень сильно повезло в этом плане. Почему, сейчас расскажу. Мы сделали переводы. Значит, если вас 2 человека или там 3, да, человека, то вы можете перевести один другому, другой второму, там, второй третьему. Да, то есть вот так, каждый друг другу перевести эти деньги. Вот, здесь, в Сербии, вы уже знаете, куда вы поедете, в какой город, да, вот мы едем в Ниш. Мы посмотрели список, нашли список пунктов выдачи денег, переведенных через Корону. Их очень много по городу, буквально, наверное, больше 10 точек мы нашли. То есть выбор есть, где получить. Это не одно место, несколько сразу. Сделали друг другу перевод. Существует также ограничение по сумме разовая, то есть за разовый перевод. Это, по-моему, 3000 долларов. И существует также в месяц ограничение. Это более 1 миллиона на одного человека, на одного. То есть, соответственно, если вас двое, вы можете друг другу, вы доверяете, там, родственники, то вы можете перевести, соответственно, 2 миллиона за месяц. То есть один и другой другому перевести. Если трое, соответственно, 3 миллиона рублей на разные счета. То есть на один счет можно перевести до 1 миллиона рублей. Опять же, повторюсь, это было 5 месяцев назад. Возможно, сейчас очень быстро все меняется, возможно, что-то изменилось. То есть для тех, кому нужно перевести, сделать перевод Короной, зайдите и узнайте предварительно. Возможно, уже изменились условия. Но 5 месяцев назад у нас было так. И, значит, когда мы сделали эти переводы, мы приехали сюда, узнали о том, что
Есть много точек уже, где мы можем получить. И узнали о том, что деньги могут храниться, наши переведенные могут храниться до полугода. И поэтому мы спокойно стали ходить, значит, по эти пункты выдачи. Единственное, что, значит, могу сказать один момент. Не в каждом пункте выдачи сразу находилась такая сумма. Ну, а какая сумма? То есть мы хотели снять, там, например, там 2000 евро, 3000 евро. И во многих не было этих денег в наличии. То есть нужно будет тогда заказать, сказать, что мне нужно будет снять, мне пришли вот такие-то переводы, мне нужно будет снять вот такую-то сумму. Тогда они ее привезут, и вы можете в договоренный день прийти и получить. Вот. Только в этом трудности. Все остальное в некоторых пунктах были сразу в наличии. Но в основном надо было заказывать. Значит, почему я говорю о том, что мы очень правильно сделали, что перевели именно короной? Потому что, опять же, в Альта-банке, где у нас счет, новые правила введены были где-то порядка года назад. Мы только приехав сюда узнали об этом, что больше 10 тысяч долларов в эквиваленте, значит, долларов 10 тысяч, сумму положить на счет без подтверждения, вернее, без перевода по банку, по банковской системе невозможно. То есть вы не можете принести, если у вас лежит уже там сумма там около 10 тысяч долларов, и вы привезли еще, вы не можете их положить на этот счет. Вы вот принесли руками. Значит, систему Корона мы принесли, когда мы снимали деньги через систему Корона, нам давали такую распечаточку. Ну, просто обычный лист А4, где написано, что по такой-то системе прошел платеж, такая сумма, такого-то числа, в общем, какие-то данные. И вот этой распечатки достаточно для Альта-банка, чтобы они это засчитали, то есть они почему-то именно этой системе верят, а вот Юнистрим нет, их не устраивает. Я не знаю, это какие-то банковские внутренние моменты. Система Юнистрим их не устраивает. Деньги, переведенные системой Юнистрим, они не считают как за официально переведенные по банку и не положат, если у вас уже больше 10 тысяч долларов на счету. А системой Корона принимают. То есть достаточно вот этой бумажки, которую нам дают при получении денег в банке, чтобы они положили. То есть у нас все приняли, все прошло хорошо. Но опять же хочу сказать, что вся информация сейчас настолько быстро меняется, что, конечно же, нужно, прежде чем делать какой-то перевод, в России сейчас прийти и узнать, все ли сохранено, вот те же условия, о чем я говорила сейчас, те же ограничения и так далее. Если это так, то для вас очень важная информация, что именно системой Корона Альта-банк принимает платеж, можно положить на свой счет, если у вас больше 10 тысяч. При нас стоял еще там человек, так попалось, что мы пришли, и еще был человек один из России, вообще известная личность у молодежи, он очень известный блогер, я не буду называть его фамилию. Вот. Так совпало, что мы пришли, и он там был. И он как раз хотел положить деньги в Альта-банке. У него уже была там сумма 10 тысяч, он хотел положить еще. И у него не приняли. Ему сказали, что нет, это невозможно. Он долго возмущался, говорил, да как так, ну почему? Он говорит, ну вот год назад введен такое правило, закон, вот, что нельзя. Если раньше можно было, только было ограничение в провозе наличных денег, не больше 10 тысяч евро, а положить на счет можно было больше 10, то сейчас и ввести нельзя больше 10 на человека тысяч долларов, и положить на счет тоже нельзя, только если это через банковскую систему, через банк. Кроме Короны, ну какой еще банк сейчас переводы делает? Я не знаю, если вы знаете какой-то банк, который из России еще делает переводы, не только в Сербию, а конкретно в банк, который работает с россиянами. То есть мало того, что здесь ограничения по стране, то есть нужно именно в Сербию, чтобы отправили, еще и конкретно те, кто работает с россиянами. А с россиянами сейчас работает только Райфайзенбанк, который здесь находится, сербский, и Альта-банк. Вот.
В общем, вот такой информацией я с вами хотела поделиться. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Мне это очень поможет для продвижения моего канала, а вы всегда будете в курсе моих новых роликов. Всем пока! Ходили сегодня за продуктами в Lidl. Небольшая распаковочка. Сейчас покажу, что купили и что сколько стоит. Вот беру такие чевапы. Это вот здесь кило 200. Это свинина и говядина. Это не чистая свинина, потому что мне не очень нравится. Очень жирное мясо свиное. А с говядиной хорошо. Вот кило 200 упаковка стоит 590. Ну, почти 600 динар. Уже брали не первый раз. Вкусные. Свинина, это взяла, может быть, плов сделаю, либо с картошечкой тоже будет хорошо. Вообще свинину стараюсь в чистом виде не брать, редко. Здесь килограмм, да, килограмм 680 упаковка стоит. Шампиньоны 160, полкилограмма. Вот такие колбаски написано краинские, ну, наверное, украинские. 330, здесь 360 грамм. Тоже брали, очень вкусные. Как всегда, каймак намаз беру. Это сыр такой мягкий, солоноватый. Ну, немножко солоноватый совсем. Тоже очень вкусный. Он стоит около 200 динар, 196. Сыр беру часто уже теперь его, потому что понравился по вкусу. Очень похож на Маздам, я уже рассказывала. Стоит 280 динар упаковочка, 230 грамм. Сыр моцарелла тоже брали, проверено, уже вкусно. Значит, здесь 300 грамм, 250 грамм, не 300, 250 грамм стоит 300 ровно динар. Нарезка колбаски вот такую взяли попробовать, 100 грамм, 150 динар. Цветная капуста 130 динар за килограмм. Здесь чуть больше килограмма получился качанчик. 160 динар. Очень свеженькая, хорошо выглядит. Яйца. Яйца 15. Здесь в упаковочке 15 штучек. Стоит 310 динар. 315. Вот такое вот кислое млеко. Кислое молоко. Это и есть на самом деле кислое молоко. Мне нравится, вкусное. Стоит оно 27 динар. Такая баночка. И йогурт. Йогурт 118-120, что-то такое. Литровый. Натуральный йогурт. Есть два вида, их бывает. Один густой, второй вот такой вот пожиже. Мне нравится такой пожиже. Дальше салатик. Вот такой вот свеженький, хороший, такой достаточно крупненький. Всего лишь 45 динар. То есть 45 динар это даже не 45 рублей, чуть-чуть дешевле. В общем, хорошая цена очень. И тыкву взяли. Тоже уже брали. Именно такой сорт тыквы. Получается 150 динар за килограмм. Здесь, конечно, килограмма нет. В общем, за килограмм 150 динар. Вот такая вот почищенная, порезанная. Все.